happy faces. Я счастлив быть здесь, видеть все эти счастливые лица. First of all, I want to thank the organization to invite me to be here. Во-первых, я хочу поблагодарить организаторов за то, что они меня пригласили сюда. Without them, this event will not happen. Без этого это событие не произошло бы. A lot of work has been put into it. В это уже было, для этого было проведено много работы. I'm sure we all appreciate their work. И я уверен, что все мы очень ценим эту работу. My name is Mimi. Мими, can you hold my microphone? Oh, I'm sorry. Take this. Yeah. Okay. My name is Mimi. Меня зовут Мими. Мими Мурхауз. Мими Мурхауз. They call me Mimi. Вообще меня называют просто Мими. It's from the opera, Puccini's opera, the La Bohème. Puccini's opera, La Bohème. Это из оперы Пучини «Ла Боэм». The girl's name Mimi. Там была девушка по имени Мими. But her name is not Mimi. Но на самом деле ее не звали Мими. But they call me Mimi. Но она говорила, что меня называют Мими. But I'm the real Mimi. А я на самом деле настоящая Мими. I was born in Hong Kong. Я родилась в Гонконге. And fortunately, I had 6 years of Chinese formal education. И, к счастью, я получила 6 лет классического китайского образования. For that, I am able to read and write Chinese. И по этой причине я могу и писать, и читать по-китайски. And I can speak Cantonese and Mandarin as well. А также говорить на кантонском и мандарине. I didn't realize this language skill had actually helped me so much in learning Chinese metaphysics and all these other I Ching or whatever, because I could do so much research than a lot of people, and this is something that is a gift to me. И я, честно говоря, не ожидала, что вот знание этих языков поможет мне в такой степени в изучении китайской метафизики и дзин и всего остального, то есть, что это настолько важным окажется для меня. I moved to live in America when I was at my late teen. Потому что Later in life. по поздней юности, так сказать, я переехал жить в Америку. I lived in San Francisco, California. И я жила в Сан-Франциско, в Калифорнии. Currently, I am living in the third continent. В настоящее время я живу уже на третьем континенте в моей жизни. I live in England. Я живу в Англии. I'm closer to Russia. То есть я уже теперь ближе к России стала. So let me, enough introduction. Достаточно вступления. Anatoly had asked me to talk about a subject that has not been discussed a lot in the West. И Анатолий попросил меня рассказать о теме, о которой не так много говорили на Западе. I decided that I will talk about Liu Ren. И я решила, что я буду говорить о Лю Жэнь. Liu Ren is one of the 3 classics of divination evolved from I Ching. И Лю Жэнь это одна из 3 классических методов предсказания из Джоуи или Идзин, которая взята, основана на Джоуи или Идзин. The 3 classics consist of 3 классики состоят из Liu Ren, Лю Жэнь, Qimeng Dunjia, Цимэнь Дунцзя and Tai Yi. и Тай И. Tai Yi is a system that even less people use and know of. Тай И это система, которую знают и используют еще меньше людей. Mainly, Tai Yi is a system that used by the emperor to know how to govern its country. В первую очередь Тай И использовалась императором для того, чтобы управлять страной. Это была помощь в управлении страной. Qimeng Dunjia. Цимэнь Дунцзя. It's a very popular subject. Это очень популярная тема. Many of you are experts at it because you have an expert teacher here. Но у вас здесь есть эксперт-учитель, который только что выступал. Qimeng Dunjia is used for quite a lot of military strategies. И Цимэнь Дунцзя использовалась довольно часто для разработки военных стратегий. I can quote as reason as Qimeng Dunjia was widely practiced by Chairman Mao Zedong. И я, насколько знаю, Цимэнь Дунцзя практиковал даже председатель Мао Цзэдун.
He used it extensively during the revolution. Во время революции в огромной степени использовал именно технику цимэнь-дунцзя. And of course, we use it for definition and many other many other subjects. Конечно же, мы используем ее для предсказаний и множества других практик. Now, Liu Ren mainly is a definition system. Лю Жэнь — это система тоже также предсказаний. It does not involve with feng-shui or anything. It's purely is for definition to find out what if, what happens. Она никак особо не связана с фэн-шуй, она именно связана с прорицаниями такого рода, что будет, если, или что произойдет. Within Liu Ren, и внутри Лю Жэнь, there are 3 parts in this system. Внутри Лю Жэнь есть 3 части. There's a major Liu Ren, Есть такой большой Лю Жэнь, which is purely using the hand. в основном он использует только руку. It's called the hour hand. Hour. Это называется рука часа. The middle Liu Ren Средний Лю Жэнь is Tenggang hand. это тяньган, рука You still тяньган. use the hand. Опять же мы используем здесь руку. The great Liu Ren method, И великий метод Лю Жэнь, which is by far the most complicated system of three of them. это самое сложное из всех этих 3 систем. What is Liu Ren? И что же такое Лю Жэнь? Liu Ren is the 6 Rens, as simple as that. Лю Жэнь это просто 6 Женей. Так просто. The 6 Жэнь. the origin of Liu Ren, it comes from He-tu and Lo-shu. Лю Жэнь произошел от Хэту и Лашу. Ren is yang water. Жэнь это янская вода. The first listing of elements in the He-tu is 1/6 water. И как бы впервые вода встречается в Хэту как вода 1/6. Ren is the first of the 24 mountains. И также Жэнь это одна из 24 гор. Those who have learned from Master Yap Ching Hai, you know that you have to sing the song for the 24 mountains. Те, кто учились у мастера Яп Чин Хая, знают, что им нужно петь песенку из He 24 has guided слогов us или to 24 start гор. from Ren. И все это начинается с Жэнь. And that is the reason Ren always comes first as when you read the 24 mountains. То есть, когда мы по этой причине, то это есть причина. Поэтому, когда мы читаем, перечисляем 24 горы, мы всегда начинаем именно с Жэнь. Ren is being the first of the 24 mountains. It pairs with Hai. Таким образом, Жэнь, являясь первой из 24 гор, она соединяется, как бы, находится в паре с Хай. So you have the yang water and the yin water. То есть у нас вместе стоят янская вода, Жэнь, и Хай, иньская вода. And Hai is part of the Chan Palace И Хай является частью дворца Тянь. of Sui Chan Hai, correct? Сюй Тянь Хай, да? Дворец. And Chan Palace is always the leader of, because he's the father, he's the leader. Дворец Chan. Тянь это всегда лидер, потому что он является, это отец, и это лидер, да? Therefore, Ren comes first. Поэтому Жэнь стоит на первом месте. Water is the first element in the fire elements. Вода также является первым элементом в списке 5 элементов. You have water, Вода здесь, fire, вода, огонь, wood, дерево, metal, металл and earth. и земля. In 60 Jiazhi, Среди 60 дзядзы there are 6 Rens. есть 6 Жэнь, 6 раз встречается Жэнь. We have Renzi, У нас Жэнь Цзы, Renyin, Жэнь Инь, Ren Chen, Жэнь Чэнь, Ren Wu, Жэнь У, Ren Shen, Жэнь Шэнь and Ren Xu. и Жэнь Сюй. Now, the Liu Ren, the first, the minor, the Liu Ren, the first and the minor and the middle Liu Ren are both they were developed by Li Chunfeng. Все эти Лю Жэнь, малый, майна, Sorry, the minor, the first one by the hand,
Малый, который с рукой, первый, о котором говорит с рукой. And the middle one, И средний, also by hand, the также Tengang на hand. основе которого стоит рука. Они Both все, of these systems, they were developed by Li Chunfeng. обе эти системы разработал Ли Джунфэн. Li Chunfeng was a metaphysic advisor to the emperor in Tang Dynasty. Ли Джунфэн был советником по метафизике императора династии Тан. He was an astronomer Он был астрономом and a mathematician. и математиком. Besides from having written the Liu Ren definitions, Кроме того, что он написал вот эти предсказательную систему Лю Жэнь, he was also the author of Tui Bei Tu. он также явился автором Туй Бэй Ту. Tui Bei Tu is the famous book of ancient Chinese political prophecy. И Туй Бэй Ту это была знаменитая книга древней китайской политического предсказания. He would advise the emperor by feeling his back, not to give a massage. Он предсказывал императору, как бы ощущая его спину, да, по ощущениям его спины. И он не массаж ему, конечно, делал. To look into his back and feel his back. Он просто смотрел на его спину и ощущал ее. And he would give him advice according to what he finds. И вот на основании того, что он обнаружил на его спине, он выдавал рекомендации императору. This book is widely available. И это вот it's widely available. It's widely available. You can buy that book. И, конечно, эту книгу можно легко купить, она везде продается. I'm not sure it's in Russian, but it's in Chinese for sure. Я не уверен, есть ли она на русском, но уж на китайском точно есть. Okay, the minor Liu Ren, which is the hand-hour method. Малый Лю Жэнь – это метод руки часа. The minor Liu Ren, hour hand, is a very convenient but accurate method. Этот малый Лю Жэнь, рука часа – это очень удобный, но точный метод. It is purely based on calculation by the hand. Он основывается чистую на расчете по руке, рукой. Without any tools. То есть нам не нужны никакие инструменты здесь. You don't need a pen and pencil. Ни ручка не нужна, ни карандаш. The minor Liu Ren is our hand, but it has the restrictions. Малый Лю Жэнь – это рука часа, и у него есть свои ограничения. It's limited. Он имеет ограничения, да? And it's only good for getting a simple definition. Он хорош только для того, чтобы делать небольшие прогнозы, небольшие предсказания, простые предсказания, скажем for a так. simple question, отвечая на простые вопросы. At a flash of a moment. В текущий момент времени. Or in an emergency situation. Или в какой-то неотложной ситуации. That's why they call the hour. Поэтому он называется рука именно часа, то есть мгновенной ситуации. Actually, there's another name for this method. Есть и другое название для этого метода. It's called in front of the horse method. Этот метод называется перед лошадью. It doesn't mean anything, but it's just telling you that how spontaneous that is in front of a horse as they're going along. Это ничего такого не несет в себе это название, но это означает, как будто вы бежите перед лошадью, она за вами, соответственно, вы совершенно спонтанно принимаете решение. Nowadays you don't ride horses. В наши дни мы уже на лошадях не ездим. You can do it in the metro. Но можно поехать на метро. Driving your car. Или ехать на машине. As long as you put the other hand still on the wheel. And you can make the definition when you need to. Пока вы управляете машиной одной рукой, то другую руку вы можете использовать для предсказаний, если надо. Now, this is the diagram for the hand. Это извините, я неправильно перевел. Не перед лошадью мы бежим, а, естественно, верхом на лошади. То есть мы сидим верхом на лошади, и вот раньше это было удобно. То есть даже находясь верхом на лошади, можно было гадать рукой. Соответственно, пример с метро и машиной к этому относится. И если вот мы посмотрим на руку, it's made up in 6 positions. Здесь мы видим 6 положений на руке. They call the 6 gods. Они называются 6 божествами. The first one is great fortune. Первый – это великая удача. This is where you begin.
Это то, где вы начинаете. The second one is delay. Второй называется задержка, опоздание. And then you have rapid fortune. Дальше быстрая удача, скорая удача. Misfortune. Неудача. It's bad. Minor плохо. fortune. Небольшая удача. And you have death and emptiness. И смерть и пустота. Now, how do we work it? И как же мы это с этим работаем? People use the lunar calendar. Люди используют для этого лунный календарь. I have not tried using the Western calendar to make the calculation. Я не пробовал западный календарь использовать для расчетов. During the ancient time, Chinese didn't have Western calendar. В древние времена у китайцев не было никакого западного календаря. They depend on the moon. Это все зависит, они зависели от Луны And the 60 Jia calendar. и от календаря 60 дзы. So how do you work? Let's И как же мы с этим работаем? figure out a time. Давайте какое-нибудь время возьмем. Okay, the 7th month, Ну, например, 7-й месяц, 14th day, 14-й день, snake hour, si. час сы, час змеи. Okay? How you do И как is же мы делаем здесь? you have your hand. Мы берем руку, This is the great fortune, это великая delay, удача, rapid fortune, опоздание, скорая удача, and then you have misfortune, неудача, minor fortune, малая удача and death and emptiness. и пустота и смерть. Okay, so we talk about 7th month, 14th day, and the si hours, То есть right? 7-й месяц, 14-й день, час сы. Мы говорим об этом. So what you need to do is Что вам нужно 1, делать? Раз, 2, два, 3, три, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. We finished the 7th month. То есть мы нашли 7-й месяц. For the days, Дальше we дни. pick it up from where we left off. То есть дни мы отсчитываем с той точки, на которой мы остановились. So we start 1 in here, То есть мы right? здесь начинаем 1. So 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14. 14. So now we finished 14, Мы насчитали 14 день. right? Now we need the hour. Теперь нам нужно рассчитать час. So we talk about si hour. Мы говорим о часе сы. So you start with zi. Значит, мы начинаем The с часа rat. дзы, с крысы, да? So zi, Дзы, cao, чоу, yin, инь, mao, мао, chen, чень, si. сы. I'm glad it was a good one. То It's есть my birthday. я рада, что у нас что-то хорошее получилось из этого So it предсказания. means if you were choosing that particular time and hour, Это означает, что если мы выбрали это конкретное, значит, время и час, this would be the great fortune. то к нам придет великая удача. There are explanations and application methods to Есть use объяснения и методы применения этого for this hand method, для такого метода с использованием руки. but it's quite simple. Но они довольно простые. So without going into a lot of details, because we're not taking a lesson today, Чтобы не уходить в детали, потому что у нас сейчас не занятие, не урок. let me introduce you to the middle Liu Ren hand. Сейчас покажу вам средний люжень. The middle Liu Ren is 10-gang hand, Средний люжень – это рука тяньган. also developed by Mr. Li Chunfeng. Также его развил мистер Ли Джунфэн. 10-gang is the star from the Big Dipper. Тяньган – это звезда Большой Медведицы. Do you know what the Big Dipper is? Знаете Большую Медведицу, да? The big one with the handle, the dipper. Я зайду. Okay. And it's the Big Bear. Это Большая Медведица. It resides in Chen. И она находится, in the dragon, и она находится в драконе, да, в Чень. Although this method is still based on counting by the hand, И несмотря на то, что этот метод все-таки основан на подсчете с использованием руки, подсчетах с использованием руки, but it is a much more complicated method in comparison. Тем не менее, это значительно более сложный метод в сравнении с малым люжень. In comparison to the minor Liu Ren.
в сравнении с малым Лю Жэнь. This system involves moving backwards and forwards in counting steps. В эту систему включено движение назад и вперед в подсчете этих шагов. And the definition results, they are deciphered according to the 52 sing-song verses. И это результаты предсказаний, они описываются в 52 таких стихотворениях, да, как бы, которые можно напевать, стихотворения, которые можно. So it doesn't really leave a lot of room for imagination. То есть у нас не так много места остается для какого работы воображения. The Great Liu Ren method. Великий метод Лю Жэнь. It's also known as the Swenben divination. Также он называется как предсказание Сунбин. The Great Liu Ren method has been recorded dating back to Xia dynasty. Великий метод Лю Жэнь встречается в записях, которые появились до династии Ся. In 2100 before Christ. То есть это уже существовавшие в 2100 году до нашей эры. And it was practiced by the Yellow Emperor Этот метод практиковал также и Желтый император during the Creator period. Во время периода создания. This is by far the most complicated and comprehensive of the three Liu Ren methods. Несмотря на то, что он такой древний, это самый сложный и самый такой всеохватывающий метод Лю Жэнь из всех трех методов. To start the plot is almost as complicated as Chimen Dunja. То есть только для того, чтобы нарисовать карту, по которой мы делаем предсказания, это так же сложно, как Цимэнь Дунзя. Maybe not as bad. Ну, может, не так, конечно, сложно. Now, based on the lifelong practice experience, и основываясь на практическом опыте, который длиною в жизнь, the major Liu Ren divination method великий метод предсказания Лю Жэнь, или большой метод предсказания Лю Жэнь, was later documented and written up позже был записан и задокументирован by the highly respected military advisor высокоуважаемым военным советником and definition expert и экспертом предсказания Swenben. Суньбуном, 432 to 380 BC. который жил до нашей эры с 432 по 380 годы. Swenben was the most beloved disciple of Gui Guzi. Суньбун был самым любимым учеником Гуй Гудзи. Gui Guzi is also known as Master Ghost Valley. И Гуй Гудзи также известен как мастер долины духов. Some of my students have done the pro fast track of auspicious day selection. Некоторые из моих учеников, они изучали выбор благоприятных дат. Это был такой профессиональный курс. Had been introduced about Master Gui Gu. И там я рассказывал об этом мастере Гуй Гудзи. Anyway, Master Gui Gu has taught Sunben various divination subjects. И мастер Гуй Гу, он обучал Суньбуна различным техникам предсказаний. As well as the famous Sunzi 36 war strategies. И в том числе знаменитым 36 стратегиям войны Суньцзы. It's called Sunzi Bingfa. Это звучит как Суньцзы Бинфа. Sunben later he has summarized and written this Sunzi 36 war strategies. И позже Суньцзы собрал эти 36 военных стратегий. These strategies are still being used in our recent history. И эти стратегии используются даже и сейчас в нашей современной истории. Namely, this is a reference material being taught in West Point Military School, Military Academy by the United States government. И даже сейчас их изучают в военной академии США West Point, yeah? Yes. Военная академия West Point, правительственная военная академия США, то есть они очень знамениты. Consequently, и вследствие этого, through time,
Much of the core information of the Great Liu Ren С течением времени огромное количество такой существенной информации великого Лю Жэнь. remember, we're talking Методы about великого Лю Жэнь. 200, 300 before Christ. But through time, Помните, мы говорили о времени 200-300 лет до нашей эры, но позже, после этого, с течением времени, a lot of the information, they have been destroyed, огромное количество информации было куда-то потеряно, misplaced, хранилось. Она была замещена чем-то другим. and mixed up with a great deal of false fabrications. И более того, она была замещена огромным количеством различных фальшивых фабрикаций. They make stories out of it. И из этого появилось огромное количество разных историй. Of course, superstitions too. И, конечно же, огромное количество предрассудков. It has become incomprehensible by the layman like us. То есть и это стало совершенно для простых людей, для мирян это стало невозможно охватить и постичь этот материал. As well as being extremely difficult to verify its authenticity. И также оказалось чрезвычайно сложно проверить аутентичность этих методов. In 1991, В 1991 году, thanks to the effort of a group of Liu Ren researchers in China, благодаря усилиям группы исследователей Лю Жэнь в Китае, they had formed a volunteer researching team они сформировали такую группу добровольцев, исследователей, to make comparison, чтобы провести сравнение, verification, оценку, organization, and reconstruction организацию и реконструкцию of the original text изначальных текстов, with оригинальных текстов. added explanation in layman terms. Они сравнивали это с дополнительными объяснениями в терминологии, в простой терминологии для обычных людей, для мирян. Thankfully, И благодаря этому these researchers have also eliminated the superstitions. эти исследователи также устранили все предрассудки. The Great Liu Ren method, Этот метод великого Лю Жэнь it offers a broad spectrum of high accuracy дает нам широкий спектр довольно высокой точности, of deciphering abilities through intuitive information. Чтобы проверить наши возможности нашей интуитивно полученной информации, то есть уточнить интуитивно полученную информацию. These insights are usually captured at the split of a second. Такого рода инсайт или проникновение в знание, они обычно появляются в какую-то долю секунды. With whatever being interpreted to the divination maker at that time. Вместе с тем, что предсказатель сам, вместе с теми интерпретациями, которые предсказатель сам выдает в данный момент времени. This is widely used intuitive method in many divination systems. И во многих системах предсказаний метод интуиции очень часто используется, довольно широко используется. Including plum blossom, В таких системах, как цветущая слива, Yijing, Идзин, 6 Yao, 6 Яо etc. и так далее, и другие. To capture these moments, for example, Чтобы оценить охватить эти моменты, a man comes to ask a question. то есть, можем это представить так, что человек приходит и задает вопрос, He would undoubtedly has his concerned matter in his mind. и у него есть в уме какие-то идеи по поводу какого-то темы его вопроса, и у него Or in his brain. undoubtedly, yeah? Sorry? Undoubtedly. You said he has undoubtedly. Yes. То есть у него нет никаких, несомненно, есть какой-то вопрос, да? Well, the man is very sad. He comes. Он очень печален, он приходит в таком настроении. It's the impression how the definition maker makes of what happens.
То есть и это уже производит определенное впечатление на предсказателя, на то, какие предсказания, соответственно, The brain будут. is the commander of our action. So when we see the man, То есть суть в том, что мы уже получаем некую команду для наших действий. Когда мы видим этого человека, when we see the man, the time, мы видим человека, время, the location of where he stands or sits, место, где он стоит или сидит, the direction of where he came in, направление, с которого он пришел. etc. From these happenings, И из всего этого we'll form a thinking pattern. мы формируем некую, значит, мыслительную схему. Through this time and space information, И вот за счет этой информации времени и пространства we can realize a part of what's in the man's mind. мы можем осознать, что в уме этого товарища. Essentially, И в конце концов, this information will play a very important role эта информация будет играть очень важную роль of the analysis and definition. в анализе и в предсказании. Amy, we have 10 minutes left. Oh, okay. Maybe we should switch to other program. Only very little left. The fundamental of Great Liu Ren method is based on Zhou Yi. Основы метода, великого метода Жэнь, основаны на Джои. The scope of the study is what will the result be? И как бы смысл изучения таков, что будет результатом этого. Based on the pattern of time changes in relation to space and location. Основываясь на схеме изменения времени по отношению к пространству или расположению. Time and space Время и пространство are the medium for the development and changes in any given matter in existence. это посредники для развития и изменения любого предмета, любой темы в существующей темы. Time and space are inseparable. Время и пространство неразделимы. Chinese also believe that all matters in existence in this universe И китайцы также считают, что все явления, существующие в Вселенной, are governed by the interaction of the five-element theory. управляются взаимодействиями теории пяти элементов. The five elements have much influence to the action and reaction И in our пять life. элементов оказывают огромное влияние на действия и реакции нашей повседневной жизни. Наши действия и реакции. The logic and mathematics in the Great Liu Ren method Логика и математика метода великого Лю Жэнь are both perfectly fitting for the application in social science оба прекрасно вписываются в применение для социальных наук and natural science in combine. и естественных наук, то есть соединение естественных и социальных наук. The Great Liu Ren method will take us to the highest level Великий метод Лю Жэнь приведет нас на высочайший уровень of combining the yin-yang logic соединение логики инь-ян and the natures of the five elements. и природы пяти элементов. Thank you very much. Спасибо. Before we get into the question, I just want to say I have a few films that I like to show. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хотел сказать, что у меня есть небольшой фильм, который я хотел бы показать. It's in a location in Hong Kong, and to show how the ancient people took the door. Касается одного места в Гонконге и показывает, как в древности люди меняли дверь. Поворачивали дверь, Question. точнее. I'd like to take one Я хотел question, бы please. вопрос услышать. Вопрос касается малого Лю Жэнь. Мы берем 14 день 7 месяца, имеется в виду, это событие случится в этот день или момент гадания. Да? То есть, the question about this minor Liu Ren,
when we take this 14th day of 7th month, does it mean that the event happens this day and month, or we are now, we are making divination? We are now. Мы сейчас делаем предсказания в этот день. We are now. And the 14th day, 14 день, 14 июля или 14 лунный день. 14th day means 14th of June or 14th lunar day. Lunar. I was using the lunar, but you can try with the Western calendar. Я использовала лунный день, но вы, конечно, можете попробовать сделать это. Используйте и западный календарь At this тоже. day and age, we're still talking about time. And И здесь мы всегда говорим о времени. at this day and age, I think it would be impractical to figure out what moon month do we have and what moon day do we have. Я думаю, что в наши дни было бы совершенно непрактично использовать лунный календарь, то есть искать, рассмотреть, какой лунный день у нас, какой лунный месяц. Try it. То есть можете попробовать использовать григорианский Try календарь. it and see what happens. And you need to prove it to yourself always. Попробуйте и посмотрите, что будет, и вам нужно всегда это себе доказывать. Okay, let me move on to this funny house. Давайте перейдем к этому смешному дому. This is Hong Kong. Это Гонконг. Look at how lovely it is. It's Чудесно, да? beautiful. Посмотрите. And by walking 2 hours into the mountain, И если от этого места где-то 2 часа пешочком пройти, a very good friend and feng-shui master один из моих хороших друзей, он мастер фэн-шуй in Hong Kong, в Гонконге, he made me walk the mountain with him. он заставил меня с ним идти в горы. I don't like walking. Я вообще не люблю пешком ходить. 2 hours. А он 2 часа меня за собой вел. We arrived this place. He promised me it will worth the while. И мы пришли в это место, и я, честно говоря, обещаю вам, что идти стоило. You see this house? Смотрите на этот дом. It looks scary. Выглядит ужасно, да? Страшно. It looks like it has a big mouth and eyes. Как будто здесь большой рот и глаза. So we walked up to the house. Мы подошли к дому. It's very dilapidated. It's No. all broken. Конечно, да, старый, разрушенный весь. But what he wanted to show me was the door. Но что я хотела показать вам, что он хотел мне показать, это была дверь. The door was tilted. Дверь была повернута. And you know this is a facade. И вы видите, что это фасад, например. And you know these people didn't knock the door down. И видно, что эти люди didn't what? Knock the whole old door. То есть у них нет там старой двери. Instead, they built something outside. То есть вместо того, чтобы они со старой дверью что-то делать, они сделали пристройку впереди. And by walking near it, I wouldn't dare to go inside because it's so dangerous. Честно говоря, я побоялся туда внутрь входить, там слишком уж страшно. It will show you this was the original door threshold. Но вот здесь на фотографии видно, где была изначальная дверь. But they built something on the outside. Но они сделали пристройку снаружи. Obviously, it shows you how many degrees it has turned. И здесь мы видим, на сколько градусов был совершен поворот двери. And you look at the door, И мы смотрим на эту дверь. and this is the new door, И видим новую дверь. and this is the old door. А вот это старая дверь. And look at how thick this wall is. И посмотрите, насколько какой толщины здесь дверь. Ой, здесь стена. This is, I guess, the easiest way to accommodate if people want to tilt the door but couldn't. Я думаю, что это самый простой способ поворота двери. Если люди хотят повернуть дверь, но не могут. Look at how thick this wall is. Посмотрите на толщину этой стены. And look at how thin И с другой стороны, какая толщина стены. this side is. And look, it looks like a bat to me. То есть для меня это выглядит все как летучая мышь. I think Batman lives there. Я думал, там жил человек Бэтмен. So, anyway, these people, Но в любом случае эти люди, not just having tilted the door, они даже не только дверь повернули, they have even tilted the entrance. они даже вход развернули. And as you can see, the wall coming in here, То есть, they смотрите, стенка push здесь it идет in and out, сюда и поворачивает. like so. Вот так, да?
So the wall was coming here. You're supposed to be coming Стена in. вот должна была, по идее, заборчик сюда прямо идти. They built it outward Но они немножко его изогнули. to accommodate the tilting of the door. Для того, чтобы вот как бы сопроводить, дополнительно сделать поворот для двери. And around that area, Вокруг этого места there was a beautiful mountain. там расположены красивейшие горы. It looks like we call yuanbao. You know, like these gold ingot, the Chinese gold pieces with like a dome on top and like these pieces, like a piece of gold. How do you call it? Chinese ingot. Ингок, китайские ингоки. То есть это такие, как слитки золота китайские, которые везде, знаете, эти сувенирные продаются, такие, как шляпа такая. They look like a bowl, but it's something domey on top. Они как шар выглядят с какой-то, значит, верхушечкой. But why is this place so bad? Почему это место такое, значит, плохое? If they have tilted the door, why is it not prosperous? Если они повернули дверь, почему же это место не процветает? It's because nobody lived there anymore, and we decided that it's been abandoned for a long time. Потому что там никто не живет, и мы решили, что это оказалось заброшено на долгое время. The house was built during the turn of the last century, not this century, but the last century, and it's out of time. Дом был построен где-то 19th century, yeah? Yes, 19th century. В 19 веке, и просто сейчас другое время, да? То есть очень давно был построен дом. Basically out of time. И фактически он уже просто устарел, находится не в своем времени. The descendant had left or whatever happened. Поэтому потомки уехали, или не знаю, что с ними случилось. We asked the neighbors, nobody seemed to know much going on with that house. Мы спросили соседей, похоже, ничего они не знают про этот дом. These are the houses in the front. Это дома, которые перед этим домом стоят впереди. The Batman house was in the back. А это сзади находится этот дом Бэтмена. Besides, it was receiving the water in the wrong direction. И кроме того, вода к нему приходит с неправильного направления. Now, we are trying to get people to go and take a look at the mountains, walk the mountains, and because we have seen and studied a lot about how do you look at the mountain, what do they do, and it's just a walking experience and learning experience in Hong Kong. И мы хотим, чтобы люди пошли пешком в горы, прогулялись и получили этот опыт, значит, пешком по горам и наблюдение за горами, потому что мы довольно много изучали различных формул касательно гор. And we have a chance to look at the real mountains because Hong Kong has many, many beautiful shaped mountains. И у нас для этого есть шанс посмотреть на красивые горы, потому что в Гонконге действительно есть много таких красивых гор. Even this ugly one gives us a shape. Ну вот, эта, например, гора тоже несет в себе какую-то форму. Imagine. Which shape? I say imagine how bad this one is ugly. Ну, видите, какая там отвратительная, значит, форма горы сзади. And what shape is that? I'm И sure что это you за all форма, know. я думаю, вы все знаете. What shape? Какая? Flags and fire. Fire. Огонь. That's fire shape. And so anyway, for me, they have water in the front, but for that house, for that particular Batman house, it was in the wrong flow. По мне, вот у них перед фасадом есть вода, но я считаю, что в неправильном месте, конкретно для данного дома, этого дома Бэтмена. It was a long way to walk in there, 2 hours. И нам пришлось туда 2 часа идти пешком. But on the way, the master was, this friend was showing a lot of the herbal plants. What do they do? Мастер по дороге показывал множество целебных трав, рассказывал, что с ними можно делать. This is good for me if I have a cough. Что это хорошо для меня, если я кашляю. Backache. Или у меня боль в спине. And so the trip wasn't so bad. И так далее. Так что на самом деле этот поход был не таким уж плохим. If I go again, I need to sit in one of those. Если мне придется опять идти, мне придется вот такую взять себе. Значит, I need 4 volunteers to carry me. Ну и 4 добровольца, которые меня понесут. These things don't exist anymore. Ну правда, к сожалению, эти вещи уже нельзя купить их. Вот. Sedan, Они называются седан. And this was a commoner bridal car.
bridal car. Now, when the bride gets married, you have these Rolls Royce, and you have these big bows and ribbons and everything. То есть обычно это была такая машина невесты, да? Сейчас их всех на Мерседесах возят, на Роллс-Ройсах там невеста, а вот раньше так носили. In the old time, the bride sits in this hard chair, a В box. древние времена несчастной невесте приходилось сидеть вот на этом жестком стуле, And you have 4 men carrying и you 4 мужчины ее тащили, to be married. чтобы замуж отдать. I need one of those for me А мне вот такое тоже надо бы. and volunteers. И добровольцы нужны. So thank you very much. Спасибо вам большое. If you need any information, you have to look into Anatoly's website. Если вам нужны какие-то объяснения, дополнения по поводу этой поездки, которая состоится в конце мая, вы можете заглянуть на веб-сайт Ask Анатолия. Anatoly or talk to me. Спросите меня Анатолия или меня. I'll try to pretend that I can speak Russian. Я постараюсь притвориться, что я умею говорить по-русски. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Okay. Bye-bye.